А. Николаев. Я не вижу и не различаю некоторые оттенки розового, зеленого, красного. Мне не быть художником хотя бы на любительском уровне. Вы знаете, Камиль Каро, по слухам, был дальтоником. Посмотрите его работы. Они очень монохромны, но сколько в них яркости, теплоты, тон такой деликатный, цвет такой зеленовато-коричневый. Я бы советовал найти в искусстве нишу, в живописи, в которой вам комфортно. И я за то, чтобы цепляться, грызть, если это, я имею в виду науку эту, заниматься тем, что любишь. Я не только красный, желтый, синий вижу, но также и остальные тона и полутона. А вот тест на дальтонизм пройти не получается. Но тонкие отношения, совсем тонкие, не видите. Но пишите мощно, пишите на контрасте цветовых холода и тепла, на тональном контрасте пишите. Главное, чтобы вы занимались любимым делом. Душа будет спокойна и будет развиваться. Тбилисский. Остерегайтесь йоги. Она приводит к душевному расстройству. Пишите картины, как красиво пишет Коваленков, Валегов, Сахаров наш православный. Ну вот, пишите, конечно, пишите. А йога в переводе с санскрита – это равновесие, это гармония, единение, союз. Так что остерегайтесь гармонии, остерегайтесь равновесия и остерегайтесь, конечно же, единения с любовью вселенской. И будет мир и счастье православное в доме. Дальше идем. Искусство пятнами очень понятно людям с фантазией. Игорь Творогов пишет. Это не зависит, художник, человек или путешественник по миру. На воздушном шаре я согласен с вами. Какой-то процент, и этот малый процент людей на планете, и есть одухотворенные личности. А люди, которые считают себя художниками, но не имеют фантазии и души, то им не только пятна, но даже стили и работы в живописи, даже слегка отходящие от реализма, уже непонятны. Как жаль, что в высоком мире искусства художники разных стилей и жанров бестактны и неинтеллигентны, и поэтому совершенно не уживаются и не терпят друг друга, особенно академики вузов, проповедующие академический реализм. С уважением, Игорь Творогов. А говорят, есть такая мудрая мысль: любить – это ни о чем не жалеть. Чего их жалеть-то? Проповедуют они себе и проповедуют. Студенты разберутся, что им милее. В конце концов, в вузах учат рисовать, а писать человек учится всю жизнь. Всю жизнь. И может так и не научиться, кстати. Большое заблуждение, что, окончив академию, ты уже художник. Ты только начинаешь подступаться к этой вершине, взойдя на которую ты можешь стать художником. У меня такое ощущение. Фактически тебя учат смешивать краски, делать замесы, а дальше дело такое. Очень сложная дорога, непростая. В мире живописи найти свою нишу, в которой ты не выполняешь заказы, не пишешь так, как от тебя хотят, чтобы ты писал, а ты пишешь так, как ты хочешь. И чтобы ты получал наслаждение, это нужно постараться, попотеть. Фешен же говорил, что если бы картины имели запах, то вы бы почувствовали запах пота. А как легко смотрится его живопись, как будто бы на одном дыхании написано. Сколько в ней труда. Друзья, в Ярославле уже продлилась выставка, на которой представлены мощные импрессионисты нашей команды, и она продлится до 15 октября. Так что у вас есть возможность ее посетить. Приезжайте. Олег Сизаненко. Вы дорабатываете этюды в мастерской? Бывает, что полностью меняете цвет и композицию. В другом этюде, да, я могу разные решения писать.
Но если небольшой этюд там или работа, ну чего, если там чуть-чуть, бывает такое, да, бывает всякое, тронешь, чтобы это зазвучало по-новому. Но это может привести к тому, что ты все счистишь. Я отношусь к этому как к процессу, поэтому меня не пугает, что там счистка работы, потому что впечатление остается. У кого-то 3 дня оно держится, у кого-то всю жизнь. Можно взять и потом еще написать. Джесси Нок Арт. Всегда ли вода плотнее по тону, чем небо? С уважением, Джесси. Да нет, конечно. Вы что? Не всегда. Сейчас плотнее, чем небо. Ну, если тучи, например, тучи над городом стали, а внизу там не очень-то тучи. Но надо доверять просто глазу. Прищуриться и посмотреть по среднему тону. По среднему это значит, да, различные бывают там нюансы в воде, всполохи какие-то там, ветер подул. А в среднем тоне масса воды, как она к небу? Масса вся, это и небо, вот всего. И класть этот средний тон, а потом уже нюансы. Все очень просто. Доверяем глазу. Юлия Богданович. Я как собака. Все вижу, все понимаю, но когда начинаю писать, все из головы уходит. Никаких мыслей. Ну, это же счастье, когда мыслей нет. Только эмоции. Тоже нет. Полный ноль, и руки пишут не то, что хочет голова. И видит глаз. Надо другой рукой писать. Непривычно. Например, вы правой пишете, попробуйте левой. Как мне обуздать это в себе? Не писать не могу. Несколько раз объявляла войну творчеству. Убирала все, чтобы на глаза даже не попадалось. Опять возвращалась. Ну вот смотрите, вы пишете все без ошибок вообще, идеально. Но ведь не всегда вы умели слова складывать и читать. Писать же научились тоже не сразу. Все коряво получалось. Ну, не сразу, правда? Мы же в школе или до школы кто-то там вообще не понимает, что это такое. Буквы какие-то, почему слова раздельны. Но получилось же. То есть сделаешь раз со 100, получится просто. Нужно просто над этим работать. А если вы говорите, что вы понимаете, но потом все улетучивается, и вроде бы уже и понятия нет, то значит не понимаете. Нужно так, чтобы это пропиталось, чтобы это стало вами, это понимание. О чем, собственно, и происходит. Ну, работа над этим происходит на моих классах. На уроке еще видео есть. Зайдите, посмотрите, в конце концов, конспектик себе сделайте. Делайте подобное что-то. И шаг за шагом вы научитесь и ходить, и отбросите всех провожатых, всех тех, кто учит вас, как, что надо делать. Вы просто будете писать так, как никогда, например, не играли на рояле, и вы сели и сразу сыграли лунную сонату Бетховена так, как никто не играет. Ну, конечно, надо потрудиться несколько лет. Дорогу осилит идущий, нужно просто идти. Я помогу. Друзья, хочу предложить вам 36-й урок. Он записан здесь, на этой точке, на Чеховке, в Гурзуфе. Задача очень интересная, потому что урок нацелен прежде всего на то, чтобы расширить угол своего видения. И скала, и дом заставляют нас мыслить и видеть широким углом, как будто бы широкоугольником снимаешь. Довольно-таки непростая задача, но этот метод позволяет расфокусировать зрение. Конечно, мы собираем все по пятнам и делаем это дизайнерски, не буквально. 36-й урок, он нацелен на творческое решение этой задачи.